Итак, коллега, мы с тобой продолжаем цикл обучающих коротких видео, и сегодня мы с тобой поговорим про трейлинг стоп. Что это такое и с чем его едят. Итак, трейлинг стоп. Его задача — это такой своеобразный метод сопровождения сделки, и задача, предположим, ты не хочешь напрягать мозг и не представляешь, куда цена может улететь, либо происходит все достаточно резко и быстро, и ты хочешь высосать с рынка все возможности, и ты делаешь трейлинг стоп. А именно, на примере сделки XRP. Допустим, каким-то образом ты зашел где-нибудь вот здесь в сделку, без разницы, как ты это смог сделать. Допустим, точка входа была вот здесь, и стоп-лосс у тебя был вот здесь. Чтобы его отличать, я его сделаю сейчас красным, чтобы он прям хорошо был виден и вот такого цвета. Итак, это у нас стоп-лосс. Задача трейлинг стопа, во-первых, вообще в целом задача сделки не потерять, сберечь деньги. Поэтому через какое-то время, когда цена отходит на достаточное, а желательно подтвержденное количество тиков, пунктов, процентов и так далее и тому подобное, чтобы ты перевел сделку в безубыток. Таким образом, если вдруг конъюнктура на рынке поменялась, пришел Вася, да, нажал по пьяни кнопку продать, купить, да, и снести у него желание твои стопы нафиг, чтобы ты не пострадал и вышел в сделку как минимум в ноль. Это основная задача. Так вот, допустим, цена у нас уходит. Не забывай, что зачастую роботы используют алгоритм повторного теста, чтобы вернуть цену, вынести как раз таки по безубытку и только потом пойти. Так вот, предположим, вот мы обновили хаи, все замечательно, уже можем переносить сделку без убыток. Переводим сделку без убыток либо просто на пару тиков, либо вот под этот лой. Хорошо, перевели стоп-лосс. Да, я даже буду вот так. Стоп-лосс обозначать вот такой вот линией, чтобы было ясно и понятно, сколько может быть перемещений. Так вот, задача трейлинг стопа — двигаться вместе с ценой и постоянно, либо вручную, либо автоматизированно, кстати, в Атасе эта штука есть, можно прям использовать защитную стратегию, ну и, соответственно, чтобы твой стоп-лосс постоянно двигался вместе с ценой. Если мы говорим автоматизирован, то он, условно говоря, цена выросла на 10 тиков, цена подняла этот стоп-лосс, подвинулся на какое-то количество тиков тоже наверх. Если вручную, то ты используешь экстремумы, то есть если мы заходим в лонг, то, соответственно, ты свой стоп-лосс подтягиваешь под локальные лои. Локальный лой у нас вот здесь, локальный лой у нас вот флет есть вот здесь, ну и так далее. Вот локальный лой у нас здесь есть, ну и так далее. И ты потихоньку подтягиваешь свой стоп-лосс. Соответственно, твоя задача постепенно сопровождать сделку, но на определенном промежутке. Важно оставлять, скажем так, воздух, чтобы тебя случайно не зацепило. Поэтому цена у нас достаточно хорошо выросла, все замечательно, мы переводим стоп-лосс вот сюда. Не прям тик в тик вот сюда, а примерно где-то вот здесь с запасом. Хорошо. Дальше цена у нас потихоньку начала расти, отлично, сюда теперь переводим. Дальше цена у нас выросла резко, протестировал вот этот хай. Дальше у нас она откатила. Замечательно. Потом начала расти, да. Хай вот этот обновил, да, уже интересно. Перетащили стоп-лосс вот сюда. И таким образом вот ты сопровождаешь сделку постепенно, перемещая свой стоп-лосс все выше и выше. Вот локальные экстремумы. Что такое экстремум? Либо это, условно говоря, по цене будет вот такая впадина, либо в обратную сторону, да, если это хай. Либо, соответственно, если был флэт, то есть цена больше двигалась вправо, хорошо, что не влево. И, соответственно, вот куда-то под нижнюю границу ты перемещаешь свой стоп-лосс. И таким образом ты двигаешь стоп все выше, выше, выше и выше, выше. И, допустим, вот здесь, когда у нас формируется последний лой, что происходит? Сделка закрывается, то есть как только цена касается, здесь происходит закрытие позиции по стопу, но закрывается все в плюс. Таким образом, это что-то примерно близко к 138% по FIBA, но опять же не везде FIBA это есть. Как результат, либо могут, допустим, закрыться где-то вот здесь. Тоже вариант. В итоге, если происходит резкое импульсное движение, трейлинг стоп зачастую позволяет, как вот здесь, да, собрать максимум из всего возможного. Допустим, здесь можно было где-то вот здесь закрыться.
Если в целом тебе приятнее, то есть ты не любишь себя ограничивать по, допустим, по возможной прибыли и желаешь, ну, допустим, вот у нас идет спокойное пилообразное движение наверх, соответственно, перелив без убыток, допустим, сюда, потом подтянули сюда, потом подтянули сюда, потом подтянули куда-нибудь вот сюда, потом подтянули сюда, потом подтянули сюда, и вот здесь тебя выбило. Хорошо, допустим, нашел еще одну точку входа и опять по новой сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом еще вот сюда, и вот здесь тебя выбило. Все замечательно. Но ты должен понимать, что тебя выбивает все равно по худшей цене. Где-то сверху цена была, там были прибыли. Допустим, если мы берем вот это движение, ну, предположим, здесь было плюс 1000 баксов, а здесь, допустим, плюс 600. И вот эти минус 400 баксов ты все равно теряешь. То есть этот способ не идеальный, но он позволяет на начальном этапе, если ты только пришел в трейдинг, либо на этапе, когда тебе вот просто вот сопровождать позицию, у тебя, допустим, свой бизнес, тебе нужно пинать подчиненных, потому что они ленивые дармоеды, которые ждут аванса или еще чего-нибудь, да, и ты хочешь просто вот выставил сделку, всех изнасиловал, потом, прошло 2 часа, цена двигается в мою сторону, все хорошо, передвигаю стоп-лосс. Вот чтобы не пропустить и зафиксировать хоть какую-то прибыль, потому что ты деловая колбаса, у тебя огромное количество времени уходит в не трейдинга, то, соответственно, этот подход идеально подходит для тебя. Поэтому торговый метод в целом неплохой, не идеальный, но достаточно хороший. Рекомендую поэкспериментировать, возьми несколько проверенных тобой инструментов и посмотреть, допустим, даже на часовом графике, как бы они отрабатывали. Если данное видео было полезно, я очень надеюсь, что оно было полезно, не забывай ставить вверх под видео, мне будет приятно. Тебя ждет еще огромное количество видеоматериалов, легких, простых в понимании, а самое главное, эффективных на практике в применении. То есть я не даю методы, которые теоретизируют трейдинг, я даю лишь то, что реально приносит денежные средства. А мы для этого на бирже, на рынке и собрались. Также, если будут вопросы, пиши свои вопросы под видео. В целом, делись видео. Палец вверх, я уже сказал. На этом все. И до встречи в следующем видео.